Вы здесь не случайно. Есть божественная срочность в атмосфере, вы чувствуете это. Это не просто очередное видео. Это святое прерывание посреди вашей рутины, сверхъестественный момент, одетый в цифровую форму. Вы можете подумать, что нажали на это случайно, но я вас уверяю, небеса запланировали эту встречу. Да, Бог, Он сам дирижировал ветрами, шепотами и тяжестями, которые привели тебя сюда. Ты не забыт. Ты не одинок. И хотя тишина твоей жизни кричала громче любого голоса, Бог говорил в каждую тихую, мучительную секунду. Позволь мне спросить тебя кое о чем, и ответь мне не устами, а душой. Вы когда-нибудь молились до тех пор, пока у вас не пересохло в горле, и так ничего и не услышали? Вы когда-нибудь кричали посреди ночи, слезы заливали подушку, сердце разрывалось в темноте, а единственным ответом была тишина, сокрушительная, холодная тишина, такой, который заставляет тебя сомневаться в своей ценности, своей вере и даже в своем существовании. Ты прошептал: «Где ты, Боже?» И тишина, казалось, насмехалась над твоей молитвой. Двери не просто оставались закрытыми, они запирались. Благословения не просто задерживались, они исчезали. А твоя надежда? Она не просто увядала, она умирала. Но послушайте меня, что тишина никогда не была пустой. Понимаете, Бог творит свою величайшую работу в священной тишине. То, что кажется заброшенностью, на самом деле договоренность. То, что выглядит как задержка, есть божественный замысел. То, что вы воспринимаете как отказ, есть подготовка к чуду. То, что ваши глаза не видят его, не означает, что его руки не двигаются. То, что небо затихло, не означает, что небеса спят. Вас не игнорируют, вас игнорирует, позиционируется. И когда вы понимаете эту истину, когда завеса откидывается и вы наконец видите то, что он защищал, строил, изменял, ты больше никогда не увидишь свою боль прежней. Но ты должен остаться. Ты должен смотреть до конца этого сообщения. Теперь ты в Доме Божьем. Потому что в следующие несколько мгновений глубоко зарыт секретный ключ откровения, которое потрясет вас до глубины души. Это не мотивационная чепуха. Это не пустые обещания. То, что я собираюсь вам показать, имеет силу переосмыслить ваше прошлое, перестроить ваше настоящее и освободить свое будущее. Есть скрытая причина замолчания, которую ты вытерпел, и когда ты его обнаружишь, слезы больше не будут напрасными. Они станут священными семенами. Буря, которая, как ты думал, была послана, чтобы уничтожить тебя, она готовила твою почву для священный урожай. Но прежде чем я смогу раскрыть всю полноту этого чуда, мне нужно обратиться напрямую к боли в вашем сердце. Потому что правда в том, что в мире происходит вещедуховная сфера от вашего имени, что ваши естественные глаза не могут обнаружить. Ваша молитва не исчезла. Это было посажено. И как всякому божественному семени, ему нужно время, чтобы прорасти тьма, прежде чем она пробьется на поверхность и станет светом. И то, что вы не видели цветения, не значит, что Бог не поливал его с милостью, благодатью и точностью. Вы подвергли сомнению свой вера, не понимая, что твое сомнение, да, твое священное, трепетное сомнение, на самом деле является той почвой, на которой Бог начинает проявлять свою силу. Это не признак неудачи. Это не слабость. Это место, где сверхъестественное начинает двигаться. Вы были ближе, чем вы думаете, и причина, по которой ваша война усилилась, в том, что ваш прорыв уже у двери. Поэтому я умоляю тебя, ради твоей души, ради твоей судьбы, для вашего наследования, оставайтесь до конца. Потому что в последние минуты этого сообщения я открою то, что мало кто когда-либо понимал о божественной задержке.
Секрет из слова Божьего, который меняет все. Тишина – это не конец. Это установка. Оставайся. Смотри, Бог сейчас заговорит. В жизни каждого человека наступает момент, когда отчаяние превращается в решение. Ты молился. Ты плакал. Ты просил Бога о помощи снова и снова. Но ты все еще сидишь на том же месте. Те же счета на столе. Тот же долг, висящий на твоих плечах, как цепи. Та же безнадежность в твоей груди каждое утро. Ты просишь, почему ничего не изменилось, и все же, в глубине души, вы уже знаете ответ, потому что ты не переехал. И Бог не вознаградит за тишину, когда Он призвал тебе шаг вперед в вере. Позвольте мне говорить прямо, бедность – это не просто финансовое состояние, это духовное состояние. Бедность – это когда твой разум перестает верить, что Бог все еще двигает горы. Бедность – это когда твое сердце забывает изобилие, и небеси начинает преклоняться перед пустотой страха. Бедность – это не только отсутствие денег, это отсутствие смелости действовать. Вы видите, как другие процветают, и вы спрашиваете, почему не я? Но Бог спрашивает тебя в ответ, почему ты не ушел, когда я тебе сказал? Ты не проклят. Ты не сломан и не подлежит ремонту. Но ты застрял в том месте, где действие должно было начаться. Ты построил алтарь молитвы, но никогда не приносил жертву движения. А без движения вера становится желанием, пустым звуком в ушах небес. Бог не благословляет праздные руки, которые отказываются строить, когда Он говорит «строй». Он не открывает двери тем, кто никогда не идет к ним. Он не высвобождает чудеса для тех, кто сидит, сложа руки, и говорит «может быть, когда-нибудь». Небеса реагируют на движение. В Библии в послании Иакова 2 часа 17 минут говорится: «Вера без дел мертва. Мертвая вера никогда не сотворит живых чудес». Поэтому я спрашиваю вас, что вы сделали с верой, которую, как вы утверждаете, несете? Сеял ли ты, когда Он просил тебя сеять, даже когда твой кошелек дрожал? Говорили ли вы, когда Он велел вам это сделать, даже когда ваш голос был слаб? Двигались ли вы, когда Он сказал идти, даже когда ваши ноги были неуверены? Потому что Бог будет только встретиться с вами на уровне вашего послушания. Ваше чудо не ждет больше молитв, оно ждет больше действий. Это божественный принцип, алтарь должен быть построен до того, как сойдет огонь. Движение должно произойти до того, как откроются небеса. Вспомните. Помните ли вы времена, когда все казалось потерянным, когда дверь была закрыта, и вдруг, откуда ни возьмись, Бог проложил путь? Это были не случайные акты доброты. Они были ответы на веру. Несовершенная вера на настоящая, дрожащая, отчаянная вера. Вера, которая сделала следующий шаг, даже будучи напуганной. Вера, которая не ждала определенности. Вера, которая осмелилась действовать, к давать, к говорить, к идти. И теперь Он снова зовет тебя. Вы слишком долго стоите на пороге. Ваше наследство находится по ту сторону движения. Ваше богатство заперто за дверь, которая открывается только на звук шагов. Небеса готовы излить урожай, но Бог наблюдает, чтобы увидеть, поверите ли вы Ему на слово, не только в молитве, но и в стремлении к сейчас самое время. Не на следующей неделе. Не когда вы почувствуете себя готовыми. Не когда все станет более стабильно. Сейчас. Хватит сидеть и ждать. Хватит репетировать боль. Хватит говорить «один день». Сегодня день, который сотворил Господь, и Он ждет твоего движения.
И это движение начинается даже здесь, в этот момент. Нажимая, комментируя, провозглашая. Вы не смотрите видео, вы стоите на духовном алтаре. И каждый раз, когда вы совершаете действие, даже самый маленький шаг, это становится свидетельством перед небесами. Я все еще верю, так что прямо сейчас остановитесь и нравится это видео. Не для меня, для ты. За то, что он представляет. Момент, когда вы действуете по вере и провозглашаете пальцем, я принимаю это слово только то символ, а духовный жест, который говорит «Господи, я переезжаю». Вы строите алтари не только из кирпичей, но и из действия убеждения. Не презирайте малых начинаний. Потому что это маленькие шаги, которые часто отпирают величайшие чудеса. Женщина с кровотечением не проводила никакой церемонии. Она просто протянула руку и коснулся его одежды. Этого крошечного движения было достаточно, чтобы сдвинуть небеса. Стены Иерихона не рухнули от взрывов, они рухнули от верные шаги по городу. Снова и снова. Раунд за раундом. Пока земля не ответила на их последовательные действия. Бог видит твою боль, да. Но еще больше Он наблюдает за твоей реакцией. Он слушает не только слова твоей молитвы, но и тон твоего послушания. И я должен спросить тебя, даже если это глубоко ранит, вы настолько пристрастились к ожиданию, что больше не верите в возможность ходить? Спрятались ли вы за утешением молитвы, чтобы не столкнуться с мужеством действия? Вы начали верить, что страдание более духовно, чем вступая в землю обетованную. Мой дорогой, это не смирение, это колебание, маскирующееся под святость. И небеса не движутся из-за колебания. Они движутся из-за голод. Для сердец, которые готовы дрожать, но все же говорят: «Я все равно буду доверять тебе», это вера. Не отсутствие страха, а движение вопреки страху. Ты должен выбрать. Прямо сейчас. Быть среди тех, кто двигаться, или те, кто остаются. Вы можете не все это понять. Это нормально. Бог никогда не просил совершенства. Он просил шаги. Маленький, смелый, дрожащий, настоящий. Он сказал: «Возьми свой коврик и иди». Нет, подожди, пока тебе не станет лучше. Нет, молись еще, и, может быть, и я подниму тебя. Нет. Он сказал: «Вставать». И теперь я повторяю его голос: поднимитесь в своей вере. Поднимитесь в своей жертвенности. Поднимитесь в своих решениях. Поднимитесь в своих заявлениях. Потому что твое чудо не прячется, а оно ждет твоего движения. Поставьте лайк этому видео. Вы скажитесь в комментариях. Скажите: «Я выбираю двигаться». Я выбираю действовать. Я не буду сидеть и голодать, когда небеса приготовили для меня пир, потому что это больше, чем мгновение, это призыв к судьбе. И если вы осмелитесь действовать, вы откроете для себя эту истину: когда вы движетесь, небеса движутся вместе с вами. И окна благословения, которые, казалось, были заперты на замок на протяжении многих лет, начнут со скрипом открываться, не потому, что вы их заслужили, а потому, что ты повиновался. Не изобилие бога не течет в пустые обещания. Он течет в смелые движения доверия. Вы готовы двигаться? Тогда вперед. Потому что чудо не начинается тогда, когда вы его чувствуете. Это начинается, когда вы идете к нему. В каждой истории освобождения есть момент, который кажется болезненно знакомым, момент, когда Бог открывает дверь, и человек колеблется. Не потому, что дверь не была настоящей. Не потому, что обещание не было правдой. А потому,
что страх прошептал громче веры. Вы просили о чуде, но когда оно пришло, одетое в вызов, одетое в дискомфорт, окутанное риском, вы отступили, вместо того, чтобы сделать шаг вперед. И в этой единственной паузе, в этом единственном колебании благословение прошло мимо тебя. Позвольте мне привести вас к реальной истории. Не басне, не легенде, но божественному моменту, записанному в Слове Божьем, священному свидетельству чуда, почти затерянному в человеческом страхе. В числах 13 Бог дал прямое повеление. Он сказал Моисею послать 12 разведчиков, чтобы исследовать землю обетованную, землю, текущую молоком и медом, землю, обещанную им клятвой завет, наследие, за которое молились, страдали и умирали их предки. Эти люди не были посланы решить ли земля была их. Они были отправлены в «наблюдайте то, что Бог уже дал». И что случилось? 10 из них вернулись с трепещущими сердцами и дрожащими голосами, говоря: «Мы не можем забрать землю. Люди – гиганты. Мы – кузнечики в их глазах». Но 2 мужчин, Калеб и Джошуа, сказал что-то, что прогремело на небесах: «Пойдем же и овладеем ею, ибо мы вполне можем овладеть ею». Только 2 были готовы двигаться, когда дверь открылась. Остальные ждали дальнейшего подтверждения. И они это упустили. Теперь позвольте мне спросить вас, сколько дверей открыл вам Бог, только чтобы вы колебались? Сколько рабочих мест было упущено из-за того, что вы ждали мира, вместо того, чтобы готовиться к процессу? Скольких божественных назначений вы избегали, потому что были не готовы? Сколько отношений, мечтаний, инвестиций, новых сезонов стояло у вашего порога, и вы их упустили? Вы взывали о благословении, но когда оно пришло как возможность, требующая мужества, вы остались стоять на месте. Вы просили открыть двери, но ожидали, что они будут выглядеть как комфорт. Вам хотелось перемен, а не вызовов. Вы хотели урожая, но не война, которая предшествовала этому. Услышьте меня ясно, чудеса не падают в руки пассивных. Их хватают руки смелых. Бог не поощряет колебания. Он поощряет движение. Он не обязан повторять то, что вы отказались сделать. У народа Израиля был один шанс сделать шаг в обещание, и они упустили его из-за своего страха. Все это поколение погибло в пустыне, не потому, что Бог был жесток, а потому, что они не могли поверить, что дверь, которую Он открыл, уже была их. И я должен спросить вас со священным огнем в моем духе, как долго вы будете пребывать в пустыне нерешительности? Сколько еще лет вы будете ходить кругами вокруг одной и той же горы оправданий? Сколько еще раз вы будете плакать из-за того, что отказались получить? Умрешь ли ты в тени благословения, на котором было твое имя? Бог не призвал тебя ползать по жизни, принимая крохи. Он не помазал тебя жить в циклах нищеты, стыда, колебаний и сожалений. Он не вдохнул в тебя жизнь, чтобы ты мог довольствоваться выживанием. Ты призван бежать с ангелами, воевать с правдой, владеть божественной землей, но этот призыв не может проявиться, пока вы все еще цепляетесь за комфорт. Время для оправдания закончились. Бог сейчас волнует небеса. Ангелы на задание. Двери распахиваются. Ресурсы меняются. Но Он ищет одно: кто скажет: «Пошли меня, Господи». Нет, когда будет легче. Нет, как только я почувствую себя более уверенно. Нет, после того, как кто-то снова это подтвердит. Но сейчас, пока страх все еще пытается говорить, хотя сомнения все еще пытаются задержаться. Сейчас. В дрожь. В неизвестность. В огонь.
Потому что вы никогда не завоюете Ханаан, находясь в комфорте Египта. И именно это вы и делаете, не так ли? Ты тащил цепи из прошлого, которые Бог уже сломал, неся стыд, который больше тебе не принадлежит, принимая посредственность, как будто это милость, поедая крошки под столом, пока твое место на банкете оставалось пустым. Ты называл это ожиданием Бога, но на самом деле Бог ждал тебя. Жду, когда вы поверите в то, что Он уже сказал. Жду, когда ты пойдешь, как будто ты уже свободен. Жду восподнимись, не как раб, а как дитя обещания. Почему вы все еще ползете по углам, когда вас призвали царствовать в свете? Почему ты продолжаешь съеживаться, когда дух живого Бога ревет внутри тебя? Слушай внимательно, перед тобой лежит путь. Но по нему не пойдут робкие. Он предназначен для тех, кто стряхнет с себя вчерашнюю могильную одежду и наденет доспехи веры. Это для тех, кто перестает говорить «Боже, когда же Ты?» и начать говорить «Господи, я здесь, пошли меня». Пусть прошлое останется прошлым. Пусть предательства попадут в руки Божьи. Пусть ошибки станут алтарями капитуляции. Пусть стыд сгорит в огне правды. Пришло время вставать. Ты достаточно долго обитал в пустыне. Ты достаточно долго смотрел себе под ноги в поражение. Обещание не позади тебя, а на предстоящий. Но его не могут унаследовать те, кто медлит. Бог уже нарисовал карту. Он уже запечатал завет. Земля ждет. Но это возможно только благодаря твердым, трепетным, святым шагам послушания. Настал момент принятия решения. И я должен спросить еще раз, потому что ваш ответ эхом отдается в тронном зале небес. Неужели ты позволишь пройти еще одному году, исчезнуть еще одному сезону, обойти еще одному благословению, все потому, что ты ждал утешения вместо того, чтобы выбрать храбрость? Или ты будешь стоять в боли, в страхе, в неизвестности и скажешь: «Господи, я не все понял. Но я выбираю Тебя. Я выбираю двигаться. Я выбираю войти в дверь. Я выбираю разорвать цикл. Я выбираю подняться». Вот где чудо. Не на краю зоны комфорта, а в месте радикальное послушание. Не в тишине колебаний, а в движении веры. Не в теории, а в действии. Благословение реально. Земля плодородная. Наследство ждет. И небеса находятся в движении. Но он ищет только один тип сердца, не идеальное, но готовый. Не безупречный, но достаточно бесстрашный, чтобы двигаться. Так что встань, Дитя Божье. Восстань, как Иисус Навин. Восстань, как Эстер. Поднимитесь, как Давид, когда он бежал на Голиафа, а не от него. Восстань, как Иисус, вышедший из могилы. Вставай. Дверь открыта, вы пройдете. Сейчас самое время. Благословение близко. Чудо в движении. Но только смелые его увидят. Грядущие дни будут ощущаться не легче, а тяжелее. И это, возлюбленные, не случайность. Это не наказание. Это не духовный регресс. Это трепет, который наступает перед прорыв. Вы должны понять эту истину и нести ее глубоко в своей душе. Давление – это не признак отсутствия Бога, а подтверждение того, что в духовном мире что-то меняется в тот момент, когда вы начинаете подниматься, заявлять, двигаться, в тот момент, когда вы начинаете делать шаги к своему наследству, сопротивление усиливается. Почему? Потому что враг чувствует, что ты наконец-то выравниваешься с небесами. Придут голоса. Сомнения будут шептать:
Люди, которые, как вы думали, были за вас, выступят против ваших изменений. Новости затмят небо. Мир содрогнется. Ваши эмоции будут бороться с вами. Но услышьте меня с широко открытым сердцем. Это сотрясение – знак того, что чудо близко. Враг кричит громче всего, когда знает, что вот-вот потеряет контроль над вашим будущим. Шторм становится сильнее, когда берег близко, не отступайте. Сейчас не время сидеть сложа руки. Сейчас не время замедляться. Это божественное напряжение, за которым наблюдают небеса, вы продолжите движение. Бог уже начал расставлять двери, людей, моменты и чудеса, но все они ждут, когда повернется один ключ, ваш следующий шаг веры. Земля уже отреагировала. Атмосфера уже всколыхнулась, но решающее движение за вами – это священный парадокс. Бог инициирует чудо, но Он дает вам честь раскрыть его через ваше послушное движение. Если вы будете ждать, пока все условия станут благоприятными, вы умрете в задержке. Если вы ждете, что все вас одобрят, вы будете жить ниже своего призвания. Если вы будете ждать, пока почувствуете себя готовым, этот момент упустите. Вы должны двигаться, несмотря на ветер, несмотря на страх, несмотря на дрожь. Потому что Бог не отвечает на утешение, Он отвечает на убеждение. Вот тут контраст становится невыносимым. Вера против страха, богатство против бедности, судьба против задержки. Нет середины. Нет серой зоны. Вы либо поднимаясь или отступая. Продвижение или сужение. Вы либо становитесь тем человеком, которого предназначил Бог, либо приспосабливаетесь к жизни Он никогда не писал для тебя. Вы не можете служить вера и страх в то же время. Вы не можете преследовать процветание, все еще соглашаясь с бедностью в твоих мыслях. Вы не можете молиться об открытой двери, а затем живи так, будто ты прикован цепью. Поэтому я спрашиваю вас честно и смело, что нужно умереть в тебе, чтобы обещание могло жить? Какие оправдания должны быть наконец похоронены? От каких привычек следует избавиться? Из каких сред необходимо выйти? Какие люди должны быть освобождены? Потому что благословение не приходит к той версии тебя, которая остается маленькой. Чудо не нисходит на ту версию тебя, которая продолжает сомневаться, ждать и прятаться. Небеса ждут ту версию тебя, которая скажет «да» действиям. Хотите решение? Решение простое, но оно святое. Двигайтесь вперед. Двигайтесь сейчас. Двигайтесь своим ртом, своими руками, своей отдачей, своим принятием решений. Не просто говори «Аминь», станьте «Аминь». Пришло время решить, будешь ли ты тем, кто говорит о благословениях, или тем, кто получает их? Будешь ли ты тем, кто всегда ждет знака, или тем, кто становится знаком? Останетесь ли вы там, где безопасно, или отправитесь туда, где творится сверхъестественное? Ты не такой, как все. Ты отмечена. Ты необычный, ты несешь в себе завет. Вы не просто выживаете, вы призваны процветать. Но цена – движение. Каждое чудо в Библии было вызвано шагом. Моисей поднял свой жезл. Давид побежал к Голиафу. Вдова вылила масло. Питер вышел из лодки. Прокаженные подошли к священнику. Сам Иисус пошел на крест. Они все взволнованы, и на каждое движение небеса отвечали: «Теперь твоя очередь». Да, сопротивление будет. Но сопротивление – это звук отступающего врага. Не слушайте ложь. Не поддавайтесь влиянию того, что вы видите в природе. Не совершайте ошибку, думая, что давление означает, что вам следует остановиться. Давление – ваше подтверждение. Битва не преграда, это твой мост.
Перейди его. Это сезон контраст между теми, кто терпит поражение, и теми, кто побеждает. Между теми, кто сдается, и теми, кто сражается. Между теми, кто говорит «может быть позже», и теми, кто кричит «отправьте меня сейчас». Кем вы будете? Вам не нужно больше подтверждений. Вам нужно действовать на основе тех, которые Бог уже дал. Вам не нужны дополнительные знаки. Вы уже стоите на одном из них. Вам не нужно еще одно пророчество. Вам нужен партнер с теми, которые вы говорили в течение своей жизни много лет назад. Благословение уже в действии. Но оно закодировано в вашем «да», и ваше «да» должно быть вещество. Не эмоция, не намерение, на видимое, измеримое, бесстрашное послушание. Есть что-то, что вы откладывали. Что-то, что, как вы знаете, Бог попросил вас сделать. Телефонный звонок. Семя, которое нужно посеять. Министерство, которое нужно начать. Привычка, которую нужно сломать. Разговор, который нужно провести. Вы откладывали. Вы передумывали. Вы избегали. Но сегодня Бог говорит «двигаться». Потому что когда ты двигаешься, я проявлю. Ты не пойдешь один. Небесные силы пойдут с тобой. Ангелы пойдут перед тобой. Благоволение окружит тебя. Обеспечение будет преследовать тебя. Чудеса будут следовать за тобой. Но только после того, как вы решите переехать. Так что же вам следует изменить? Вы должны разорвать свое соглашение с ложью. Вы должны разрушить алтарь страха. Вам следует прекратить репетировать язык нехватки. Вам следует отойти от голосов, которые отравляют вашу цель. Вам следует прекратить поливать сорняки своего прошлого. Вы должны сказать «да» и подкрепите это действием. Потому что падает дождь благословения, но только готовые по лесоберу урожай. Нельзя плакать о изобилии и при этом думать как раб. Невозможно молиться о повышении и при этом сохранять дух отступления. Вы не можете рассчитывать на богатство, если ваши руки никогда не сеют. Вы не можете ожидать исцеления, если ваше сердце остается ожесточенным. Вы не можете ожидать следующего уровня, пока держитесь за предыдущий, сжав кулаки. Это не игра. Это великий водораздел. Это сезон, когда судьбы раскрываются или остаются в бездействии. В случае истребования или утраты наследства. Где немногие, кто поднимется, воспарят, а остальные будут удивляться, что произошло. Но не ты. Вы слишком много услышали. Вы видели слишком много знаков. Ты плакала слишком много ночей. Вы почувствовали, что дух тянет вас слишком сильно. Вы готовы. Вы избраны. И все небеса ждут твоего следующего шуга. Поэтому, когда в ближайшие дни давление возрастет, не поймите это неправильно. Это не повод отступать, это повод бежать. Это не шторм, который останавливает вас, это шторм, который рождает ваш подъем. Пусть оно толкает тебя. Пусть оно формирует тебя. Пусть оно доказывает, что ты не такой, как все. Потому что это не просто момент. Это твой момент. Это не просто обещание. Это ваше наследство. Это не просто очередная битва. Это последний шаг перед победой. Двигайтесь. И Бог будет двигаться вместе с вами. Прямо сейчас, в этот самый момент, чувствуете вы это или нет, вы находитесь в атмосфере божественное благословение.
Священный сдвиг начался. Небеса движутся не позже, не когда-нибудь, а сейчас. Возможно, вы еще не видите двери своими физическими глазами, но петли ослабевают, засовы поднимаются, замки ломаются. Есть услуга движется на вас, как река, не имеющая достаточно прочной плотины, чтобы остановить ее. Бог готовит тебя, и то, что Он готовит, не маленькое, не обычное, не хрупкое. Это чистый, святой и могущественный. И это твой. Но услышьте эту истину и запомните ее. Не каждый может пойти туда, куда ведет тебя Бог. Ты ведь это чувствовал, не так ли? Недавнее расстояние. Молчание людей, которые когда-то были близки. Внезапные окончания. Отношения, которые рухнули. Окружение, которое стало слишком тесным для твоей души. Не скорби о том, что Бог отнял, Он защищает то, что собирается высвободить. Есть грядет слава, и его нельзя разделить с теми, кто относится к священному как к общему. Его нельзя изливать в местах, которые насмехаются над его присутствием. Его нельзя вкладывать в руки, которые не чтут масла. Эта следующая глава вашей жизни пишется с небесной чернила, и это требует освященного пространства. Вот почему Он разрывает связи. Вот почему старые шаблоны рушатся. Вот почему вы чувствуете святая боль разделения. Это может быть больно, но это необходимо. Вас не наказывают, вас ставят. Бог есть готовый тебя нести что-то вечное, и оно должно покоиться на чистых алтарях и послушных жизнях. Обещание не позади тебя. Оно впереди. Отпусти прошлое. Пусть чувство вины умрет. Пусть стыд уйдет. Ты раскаялся. Ты плакал. Ты вырос. Ты есть не тот, кем ты был, и вам не нужно тащить эту старую версию себя в этот новый сезон. Бог не просит вас исправить прошлое, Он приглашает вас идите вперед с верой. Потому что чудо в настоящем. Прямо сейчас, когда ваше сердце начинает открываться, а разум успокаиваться, Бог касается тех мест в вас, которые были похоронены годами мечтаний, от которых вы отказались, молитв, которые вы перестали молиться, силы, которые, как вы думали, вы потеряли, они возрождаются. Вы не ждете благословения. Вы уже внутри него. Доказательством служит сдвиг, который вы чувствуете, в мире, который внезапно возвращается в тихой уверенности, что да, на этот раз все по-другому. Но все зависит от одного – вера. Не вера как ментальное соглашение. Не вера, которая молчит и пассивна. Но вера, которая есть и практичной, и вера, которая ходит, говорит, сеет, заявляет, выравнивает. Вера, котроякты, а не просто ждет. Вера в то, что строит даже когда тучи темные. Вера, которая идет к двери прежде, чем он откроется. Небеса не реагируют на духовный паралич. Они реагируют на движение, рожденное верой. Вы должны начать двигаться как тот, кто уже благословлен. Вы должны говорить как тот, кто уже избран. Вы должны планировать как тот, кто знает, что обещание надежно. Потому что не вы гонитесь за благосклонностью, она гонится за вами, когда ты не просишь о пощаде, она уже нашла тебя. Ты не пытаешься заслужить наследство, ты уже принят в него. Пусть эта истина глубоко проникнет в ваш дух, ты благословен. Сейчас. Здесь. Сегодня. Не когда-нибудь, когда дела пойдут лучше. Не в конце концов, когда вы приедете. Сейчас. Дитя мое, слушай внимательно, потому что то, что я сейчас скажу, не для всех. Это для ты. Вы, которые были скрыты, не поняты, отвергнуты людьми,
которых вы когда-то называли своими. Вы, которые плакали в тишине, спрашивая меня, почему это происходит со мной? Почему я теряю людей, возможности, комфорт? И я говорю вам сейчас, потому что я готовлю тебя к чему-то великому, чему-то чистому, чему-то могущественному. И то, что я готовлю, это святой. Это священно. А что священно не может, пусть тобой займутся те, кто не чтит святость внутри тебя. Боль разлуки, которую вы чувствуете, это не отвержение. Это уточнение. Это огонь моего приготовления. Я разрываю связи не для того, чтобы навредить тебе, а для того, чтобы защитить тебя. Я заканчиваю циклы не для того, чтобы наказать тебя, а чтобы сохранить тебя. Я устраняю отвлекающие факторы, иссушаю дурные влияния, сотрясаю ваш фундамент не для того, чтобы разрушить его, а для того, чтобы перестроить его сильнее. Потому что то, что я собираюсь вложить в ваши руки, не является обычным. Это не является обычным. Это священное наследие, и управлять им нужно со святостью. Вот почему, прежде чем я благословлю тебя видимым, я должен сформировать твое невидимое. Твое сердце, твои мысли, твою позу в тайном месте. Дверь, которую я собираюсь открыть, находится не на уровне твоего комфорта. Она находится на уровне твоего убеждения. Вы должны быть выровнены. Вы должны быть готовы. Потому что я не выпущу сверхъестественные урожаи в неподготовленные сосуды. И тебя, дитя, готовят. Вот почему кажется, что вещи забирают, но на самом деле я освобождаю место. Ты уже благословлен. Уже отмечен. Уже избран. Семя величия было посажено в тебя еще до твоего рождения. На благословение активируется, когда ты веришь, не только устами, но и шагами. Вера без движения – это вера в теорию, но когда вы движетесь в вере, когда вы идете к тому, что я провозгласил, даже если это выглядит бесплодным, вот тогда небеса открываются. Вот тогда посылаются ангелы. Вот тогда чудеса приходят в движение. Ни обещание, ни позади тебя. Это впереди. Так что перестаньте оглядываться назад. Перестаньте плакать над закрытыми дверями, дружбой, которая угасла, отношениями, которые сломались. То, что я удалил, никогда не было частью следующего сезона. Я удалил их, потому что они не могли держать, что я собираюсь влить в тебя. Вес этой новой славы требует нового выравнивания. Ты не можешь принести старые мехи в это священное измерение. И послушайте, чудо не ждет в будущем, как будто это далекая фантазия. Чудо в том сейчас. В этот самый момент. Это начинается в тот момент, когда вы решите верить. Когда вы верите, что я тот, за кого себя выдаю. Когда вы верите, что я делаю то, что говорю, я сделаю. Все начинает проясняться. Невидимые цепи рвутся. Скрытые двери распахиваются. Не из-за эмоций, но из-за веры. Вера – это ключ. Вера – это дверь. Вера – это завет, который активирует наследство, уже записанное на ваше имя. Чувствуете ли вы волнение в своем духе? Это я. Это мой голос. Призываю вас вернуться на позицию. Вы не упустили свое время. Вы не потеряли свой момент. Вы не слишком сломлены, не слишком опоздали, не слишком далеко зашли. Вы как раз вовремя, потому что я тот, кто управляет временем, и я говорю, ваш сезон меняется. Твоя подготовка не была напрасной. Ночь плача заканчивается. Наступает утро. Радость не просто обещается, она доставляется. Я видел твои слезы. Ни одна не упала без моего внимания. Я считал каждый вздох, каждую бессонную ночь,
каждый тихий момент, когда ты хотел сдаться. И я говорю: молодец, дитя мое. Ты выдержал то, чего другие не видели. Ты остался верен, когда это казалось бесплодным. Ты доверился, когда не было знака, и из-за этого вы пожнете. Из-за этого твой урожай свят. Не просто полный, но переполненный. Не только финансовые, но и духовные, эмоциональные, поколенческие. Тебя не забыли. Тебя не наказывают. Тебе позиционируется. Я приношу ясность туда, где была путаница. Я высвобождаю силу туда, где была печаль. Я дарую милость туда, где было отвержение. Вы входите в комнаты, о существовании которых вы даже не подозревали. Вас вот-вот вспомнят в местах, где вас когда-то отвергли. Потому что я произнес ваше имя в коридорах небес, и теперь оно эхом отдается на земле. И когда двери откроются, а они откроются, вы должны будете стоять перед ними. Сейчас не время сидеть в сожалении. Сейчас не время съеживаться от страха. Сейчас время подняться. Заявить: вот я, Господи. Пошли меня. Используй меня. Благослови меня, чтобы я мог быть благословением, потому что помазание, которое я возложил на тебя, это не предложение. Это мандат. И с этим помазанием приходит доступ, благосклонность, защита и божественное ускорение. Оставьте комментарий, дверь открывается для меня. Теперь я спрашиваю вас, если это слово нашло отклик в вашей душе, если оно подтвердило то, что вы чувствовали, если оно пронзило шум вашего сезона, напишите это в комментариях ниже. Писать: «Я уже благословлен. Я готов. Я буду двигаться». Пусть это будет вашей декларацией выравнивания. Пусть это будет вашим первым шагом веры. Пусть это будет вашим алтарем движения. Потому что когда ваше сердце говорит это, небеса слушают. Ваше будущее не ждет. Это происходит сейчас. Давайте молиться не пустыми словами, но с преданными сердцами. Давайте склоним не только наши головы, но и нашу волю. Ибо присутствие Бога близко, и Его глаза обращены на вас. Вы, которые ждали. Вы, которые удивлялись. Вы, которые плакали в тишине, спрашивая, когда же наступит ваш момент. Дух Господень говорит сейчас: земля под тобой свята. То, что ты посадишь сегодня, отзовется эхом в вечности. Отец, мы сейчас предстанем перед тобой, дрожащие, но готовые, неуверенные во плоти, но смелые в духе. Мы приходим не с идеальными планами, а с позицией капитуляции. Мы приносим каждый сломанный кусочек, каждую задержку, каждый неотвеченный вопрос и кладем их к Твоим ногам. Потому что мы верим, Господь, что Вы еще не закончили с нами, и то, что Ты готовишь, не может быть достигнуто человеческими усилиями, но только посредством божественного расположения. Господь, Ты сказал в Своем Слове: «Не воинством и не силою, но духом Моим», говорит Господь воинств, Захария 4:6. Поэтому мы отказываемся от контроля. Мы отпускаем идею, что мы должны заслужить свой путь вперед. Вместо этого мы верим, что это Твоим Духом, по нашему послушанию и нашими готовность, что дверь откроется. Отец, Ты знаешь каждый уголок наших сердец, те части, которые еще колеблются, те части, которые хотят отступить. Но мы говорим сегодня: больше не надо, мы выбираем двигаться. Мы выбираем верить. Мы выбираем идти вперед, даже если земля все еще трясется под нашими ногами. Боже, пусть каждый наш шаг с этого момента сотрясает землю. Пусть это будет пророческим объявлением аду, что мы больше не рабы страха.
что мы больше не носим одежды малого мышления или нищеты духа. Ты провозгласил в Псалме 17, 36, запятая: «Ты расширяешь путь подо мной, так что мои лодыжки не подворачиваются. Итак, Отец, расширь наш путь. Утверди наши шаги. Сделай нас непоколебимыми среди потрясений». Мы заявляем, что наши маленькие акты веры станут толчками к величайшим чудесам небес. Когда мы ступаем, Ты разделяешь воды. Когда мы сеем, Ты открываешь урожай. Когда мы движемся, Ты проявляешься. Так же, как Ты почтил веру женщины, которая коснулась края одежды Иисуса, жест такой маленький, но наполненный силой, почти наше движение сегодня. Пусть каждое слово, которое мы говорим, каждое семя, которое мы сажаем, каждая дверь, в которую мы стучимся, станут алтарем веры. И тем, кто насмехался, тем, кто шептал, тем, кто говорил, что мы никогда не поднимемся, пусть наше свидетельство становится их убеждением. Не для отмщения, но для оправдания. Ибо Ты сказал в Псалом 23, 5, запятая: «Ты приготовил мне трапезу в присутствии моих врагов. Ты не удалил их, Ты посадил нас перед ними». И теперь они будут наблюдать, как Твоя слава раскрывается в нашей жизни. Мы заявляем, Господь, что мы не только войдем в благословение, мы выйдем стань благословением. Что мы не просто будем свидетельствовать о чудесах, мы будем жить как ходячий, дышащий, неоспоримое доказательство, что происходит, когда кто-то выбирает верить Тебе полностью. Пусть наши жизни кричат Евангелие без слов. Пусть наша история станет главой, которую другие читают, когда они готовы сдаться. Давайте будем как Халев и Иисус Навин, которые были готовы, когда другие колебались. Давайте не будем бояться великанов. Давайте не будем медлить у двери. Ты сказал в Исаии 61, запятая: «Восстань, светись, ибо пришел свет Твой, и слава Господня взошла над Тобою». Поэтому сегодня мы поднимаемся. Не шумихой, не гордостью, а Твой завет и обещание. Мы делаем шаг вперед, потому что мы знаем, награда связана с подготовкой. Ты обрезал нас, очищал нас, формировал нас в огне, и теперь, Господь, урожай должен быть собран. Итак, мы запечатываем эту молитву верой. Мы не просим, мы верим. Мы не просим надеяться, мы просим, зная. Мы не приходим как нищие, мы приходим как сыновья и дочери короля. Каждое обетование «да» и «аминь» во Христе Иисусе. Мы готовы, Отец. Не идеально, но подготовлены. Не бесстрашный, но идущий вперед. Не пассивный, а активированный. Во имя Иисуса, имя, которое выше всякого промедления, выше всякого голоса сомнения, выше всякого проклятия и ограничения, мы объявляем это сделанным. Аминь. И если эта молитва тронула вашу душу, пробудила что-то внутри вас, расскажите об этом в комментариях прямо сейчас. Напишите: «Я – живое свидетельство». «Я шагаю вперед». «Я готов». Пусть ваши слова отзовутся в вечности. Пусть они будут записаны на небесах, как день начала вашей жатвы. Каждый ваш шаг с этого момента будет отражаться за пределами того, что вы можете видеть. Вы можете думать, что это незначительно, просто комментарий, просто решение, просто тихий шепот в вашем сердце, говорящий «я считаю». Но в духе это гром. Каждый раз, когда вы выбираете веру вместо страха, каждый раз, когда вы делаете шаг вперед вместо того, чтобы ждать в тени, земля начинает трястись под ногами. Не потому, что ты одинок, а потому, что кто гуляет с тобой. Вы не движетесь своей собственной силой, вы движетесь силой завета всемогущего Бога. И скоро они это увидят. У тех, кто недооценил вас, не будет иного выбора, кроме как стать свидетелями славы Божьей, проявившейся в вашей жизни. Те, кто насмехался над вашим послушанием, кто подвергал сомнению вашу веру,
кто смеялся над вашим видением, они увидят руку Господа, которая поднимает вас выше, быстрее, глубже в цель, чем они когда-либо себе представляли. Не для того, чтобы их пристыдить, а чтобы доказать, что когда Бог выбирает сосуд, никакой голос на земле не может отменить помазание. Не сомневайтесь в силе малых начинаний. Не игнорируйте святость одного шуга. Вам не нужно сегодня потрясать народы. Вам просто нужно повиноваться. Потому что маленькие жесты веры – это ключ, который открывает невозможные двери. Семя, посаженное в тишине, может дать урожай, который увидят тысячи. И ты, да ты, это начало свидетельства, которое будет передаваться через поколения. Придет время, совсем скоро, когда твое имя будут произносить не с жалостью, а с благоговением. Не из-за славы или богатства, а из-за неоспоримого присутствия Бога, окружающего твою жизнь, ваши показания заставят критиков замолчать. И более того, это будет разбудить безнадежных. Ты не просто выживший. Ты не еле сводишь концы с концами, а ты становишься маяком божественного света, размещенные в темных местах, чтобы другие могли найти дорогу домой. Но вот эту часть вы никогда не должны забывать. Все начинается только с действия. Это не начинается с желания. Это не начинается с другого эмоционального момента, за которым следует пассивность. Это начинается с вашего послушания, с вашим движением, с вашим выбором прекратить относиться к Слову Божьему как к вдохновению и начать относиться к нему как к инструкции. Нет. Жатвы там, где нет посева. И нет проявления там, где нет движения. То, что вы получили сегодня, это не просто сообщение. Это призыв к восстанию. Это священный призыв перейти от выживания к сверхъестественное развитие. Призыв занять позицию. Прийти в движение. Посадить то, что Бог дал вам. Серьезно отнестись к огню, бушующему в вашей груди. И верить, искренне верить в то, что вы родились, чтобы стать живым доказательством Божьих обетований. Так что же делать дальше? Ты действовать. Начните с почвы перед вами. Оставьте комментарий ниже. Произнесите это вслух. Скажите: «Я иду вперед. Я готов. Я – живое свидетельство Божьей верности. Пусть небеса услышат это. Пусть ад убоится этого. Пусть Духовное Царство осознает, что вы больше не спите в своем призвании. Потому что даже это одно действие, напечатать комментарий, провозгласить свою веру – это духовное семя. Декларация. Движение. И Бог отвечает на движение. Если это сообщение зажгло что-то внутри вас, если вы почувствовали присутствие Бога, подтверждающее каждое слово в вашем духе, тогда не позволяй этому моменту пройти бесследно. Подпишитесь на этот канал прямо сейчас. Не просто для поддержки, а для того, чтобы оставаться на одной волне. Это пространство больше, чем канал. Это святилище. Место, где Слово Божье не разбавлено, где божественная истина встречается с судьбой, и где мы продолжим идти шаг за шагом ко всему, что небеса предназначили для нас. Потому что это путешествие не заканчивается здесь. Это первый шаг, но не последний. В следующая сессия мы идем еще глубже. Мы раскроем тайны, поддерживая ваше чудо, дисциплина, стоящая за сохранением того, что Бог дает вам, и как сделать так, чтобы ваш прорыв длился в течение сезонов сопротивления. Вы не хотите пропустить то, что грядет. Если вы думали, что сегодня что-то всколыхнуло внутри вас, то, что будет дальше, встряхнет вас и приведет к полной трансформации. Так что оставайтесь рядом. Держите свое сердце открытым. Оставайтесь подписанными и убедитесь,
что уведомления включены. Это не просто контент, это божественная беседа между тобой и небесами. И это будет продолжаться до тех пор, пока не порвутся все цепи, пока не исчезнет всякая задержка, пока не исполнится каждое обещание в твоей жизни. Позвольте мне еще раз напомнить вам, пока вы готовитесь двигаться вперед, вы уже благословлены. Благосклонность уже течет. Фундамент заложен. Сейчас рост, дитя Божье. Выйдите на поле. Посейте семя. Произнесите обещание. Возьмем землю. Потому что ты не тот, кем был, и ты никогда не вернешься назад. Вы вступили в сферу веры, где небеса движутся вместе с вами. Где твои шаги сотрясают землю. Где ваше послушание становится маслом. Где твоя жизнь становится алтарем, где Бог являет свою славу. Спасибо, что прошли со мной этот путь. Спасибо, что открыли свое сердце Духу. Спасибо, что осмелились снова поверить. Теперь идите, живите как свидетельство. Потому что вы не просто ждете чуда. Вы становитесь чудом. Не забудьте оставить комментарий ниже. Я готов. Я благословлен. Я буду двигаться. И подписывайтесь, потому что это только начало. Следующая дверь ждет. Давайте разберемся вместе.